Виктор часто ловил себя на мысли, что жизнь состоит из бесконечного движения, из дорог, дел, разговоров, которые забываются уже на следующий день. Он давно перестал ждать от нее резких поворотов. Все шло ровно, предсказуемо, будто кто-то заранее расписал маршрут. Работа, редкие встречи с друзьями, короткие разговоры по телефону, усталость по вечерам. Он не был несчастен, но и счастливым себя назвать не мог. В тот вечер он ехал без цели. Просто сел в машину и поехал, потому что оставаться дома было тяжело. Сумерки медленно опускались на деревню, воздух был наполнен запахом пыли и сухой травы. Казалось, что мир замирает, готовясь к ночи. Виктор остановился у старого забора, увидев знакомый силуэт ржавой машины. Она стояла здесь давно, пережила людей, времена, разговоры. Он часто возвращался к таким вещам, заброшенным, забытым, никому не нужным. В них он видел отражение себя. Он вышел из машины, взял камеру, сделал несколько шагов и только потом заметил, что он здесь не один. Собака сидела у колеса. Она была так неподвижна, что казалась частью этой сцены, словно ее тоже оставили здесь много лет назад. Маленькая, светлая, с большими внимательными глазами. Она не лаяла, не скулила, не пряталась, просто смотрела. В этом взгляде не было просьбы, только тихое ожидание, почти взрослое. Виктор опустился на корточки. Земля была холодной, но он не почувствовал этого. Камера щелкнула потом еще раз. Он ловил свет, линии, фактуру, но чем дольше смотрел на экран, тем сильнее чувствовал, что делает что-то не то. Он убрал камеру и протянул руку. Собака слегка наклонила голову, принюхалась и осторожно сделала шаг вперед. Он погладил ее. Медленно, неловко. Под рукой чувствовалась каждая косточка, шерсть была жесткой, местами сбившейся. Но собака не отстранилась, она закрыла глаза. Это было доверие, хрупкое, редкое, бесценное. «Ты откуда здесь?» – тихо спросил он, понимая, что ответа не будет. Он уехал тогда, сказал себе, что сделал все, что мог, остановился, погладил, пожалел. Но ночью он долго ворочался. В голове всплывали ее глаза, ее неподвижная фигура у колеса. Он думал о том, как быстро темнеет, как холодно становится по ночам, как легко исчезнуть, если ты никому не нужен. Через несколько дней они встретились снова. Виктор узнал ее сразу, по походке, по взгляду. Она шла медленно, осторожно, словно берегла силы, стала еще худее. Но, увидев его, ускорилась, насколько могла. Подошла близко, ткнулась носом в ладонь, и в этот момент он понял, это не случайность, это выбор. Люди вокруг говорили привычные слова: «жалко», «бедная», «да кто ж ее возьмет». Эти фразы звучали пусто. Виктор смотрел на собаку и думал, что иногда одно «возьму» значит больше, чем сотни сочувствий. Он пошел домой, не оглядываясь, и снова услышал шаги. Она шла за ним, неуверенно, но настойчиво. Он не прогнал, он просто открыл дверь. Первая ночь была беспокойной. Собака вздрагивала от каждого звука, поднималась, подходила ближе, проверяла, здесь ли он. Виктор не спал. Он слушал ее дыхание и чувствовал странное спокойствие, будто в доме появился смысл. Утром он отвез ее в город. Дорога была долгой, шумной. Собака дрожала, но не скулила. Ветеринар говорил спокойно, уверенно. Диагноз был простым и тяжелым одновременно. Жизнь на грани. «Ей повезло», — сказал врач. Виктор кивнул, но подумал. Нет, это ему повезло. Началась новая жизнь. С лекарствами, режимом, заботой. Он учился ответственности не по книгам и словам, а на практике. Купание оказалось испытанием для них обоих. Вода, страх, блохи, клещи. Но потом была тишина, полотенце, теплое дыхание рядом. Мама посмотрела на собаку внимательно, долго, а вечером принесла кофточку, сшитую из старого свитера. Она ничего не объясняла. В этом было больше любви, чем в любых словах. Имя малыш появилось само собой. Оно подходило, простое, теплое. Она откликалась, будто всегда его знала.
Сначала малыш жила во дворе. Кошка не принимала ее, шипела, защищала территорию. Малыш терпела, училась держаться в стороне. Она вообще быстро училась, наблюдала, запоминала, понимала. Когда Виктор уехал в город работать, он не сомневался ни секунды. Малыш поехала с ним. Новая квартира встретила их тишиной. Девушка Виктора смотрела настороженно, но малыш подошла, осторожно лизнула ее руку и легла рядом. Иногда этого достаточно, чтобы принять решение. Город пугал: лифт, машины, толпы людей. Но шаг за шагом малыш осваивалась. Она росла, крепла, шерсть стала густой, блестящей. Появился характер, упрямый, но добрый. Она знала свое место и чувствовала, что здесь ее дом. Одежды становилось все больше. Куртки, комбинезоны, ошейники. Но старая кофточка оставалась особенной. В ней она засыпала спокойнее всего. Она ждала Виктора с работы каждый день. Сидела у двери, прислушивалась к шагам. Иногда грустила, иногда радовалась лакомствам так, будто это праздник. Зимой они гуляли по снегу, и малыш оставляла цепочки следов, маленькие доказательства счастья. Встреча с огромным аляскинским маламутом стала для нее испытанием и победой. Она не убежала, она осталась. Годы шли. Малыш стала частью жизни настолько, что Виктор не представлял себя без нее. Он понимал, если бы тогда у старой машины он не остановился, все было бы иначе, пустее, холоднее. Малыш не говорила, она просто была рядом, и этого оказалось достаточно, чтобы дом всегда был полон света, а жизнь – смысла. Со временем Виктор стал замечать, как незаметно малыш изменила ритм его жизни. Он начал просыпаться раньше, не потому что надо, а потому что она уже сидела рядом и смотрела. Не требовательно, не навязчиво, просто внимательно. В этих утренних взглядах было что-то особенное, спокойное напоминание о том, что новый день уже начался, и в нем обязательно будет что-то хорошее. Он стал чаще выходить на улицу. Раньше прогулки казались обязанностью, теперь необходимостью. Даже в плохую погоду. Даже когда не хотелось. Потому что малыш радовалась каждому выходу так, будто мир каждый раз открывался заново. Она нюхала воздух, прислушивалась к звукам, внимательно смотрела на людей. Виктор ловил себя на том, что начинает видеть город ее глазами, медленнее, глубже, внимательнее. Иногда они просто сидели на скамейке. Он, уставший после работы, она, прижавшись к его ноге. Малыш любила такие моменты тишины. Она не суетилась, не тянула поводок, просто была рядом. И Виктор понимал, именно в этой тишине он чувствует себя по-настоящему живым. Бывали и трудные дни, болезни, тревоги, бессонные ночи. Однажды малыш сильно испугалась грозы, дрожала, пряталась, искала его взгляд. Виктор сидел рядом, гладил ее, говорил спокойным голосом, и в этот момент ясно осознал, теперь он ее защита. И это пугало и наполняло одновременно. Он стал думать о времени, о том, как быстро оно идет, как быстро она выросла, как быстро стала не спасенной собакой, а частью его самого. Иногда эта мысль приносила страх. Страх потери, страх будущего, страх однажды остаться без этих шагов по квартире, без взгляда у двери. Но вместе со страхом приходило и другое чувство – благодарность за каждый прожитый день вместе. Девушка Виктора тоже изменилась. Она начала говорить с малышом, делиться с ней своими мыслями, смеяться, когда та приносила игрушки. Иногда они оставались вдвоем, и Виктор знал, все будет хорошо, потому что любовь, она не делится, она умножается. Старая кофточка со временем растянулась, стала тоньше, но малыш все равно выбирала ее. В ней был запах дома, запах рук, запах первых дней. Виктор не выбрасывал ее, не чинил, просто принимал, как принимают память. Иногда он возвращался мыслями к той старой машине у забора. Она давно исчезла, ее увезли, разобрали, забыли, но в его жизни она осталась навсегда, как точка отсчета,
как напоминание о том, что одно остановленное мгновение может изменить целую судьбу. Малыш старела незаметно, немного медленнее шаг, чуть дольше сон. Но глаза оставались теми же, теплыми, внимательными, полными доверия. И каждый раз, когда она смотрела на него, Виктор знал, он сделал правильный выбор. Потому что дом – это не стены. Дом Кацам – это тот, кто ждет. И пока малыш рядом, в этом доме всегда есть свет. Иногда поздно вечером Виктор выключал свет и оставался сидеть в тишине. Малыш укладывалась рядом, вздыхала, устраиваясь поудобнее, и ее дыхание становилось ровным, спокойным. В такие минуты он понимал, как мало на самом деле нужно человеку. Ни громких событий, ни больших достижений, а простого присутствия живого существа, которое доверяет тебе полностью. Он больше не искал особых смыслов и знаков. Все важное было рядом. В теплом боку, в тихом стуке когтей по полу, в взгляде, который говорил больше любых слов. И если иногда ему казалось, что жизнь проходит слишком быстро, он просто смотрел на малыша и вспоминал. Каждый день, прожитый с любовью, уже имеет значение. А где-то далеко, в памяти все еще стояла старая ржавая машина у забора, но теперь она была не символом заброшенности, а началом пути, дороги, которая привела его туда, где он действительно стал дома.